Наконец-то, спустя 3 часа пребывания моего, я получил свои международные права. Такая книжечка. Закончил отдирать старые обои. Заняло у меня это часа 2, наверное. Приехал за обоями. Сейчас покажу, что выбрал. Как по мне, классные классические обои. Совсем сочетаются. Друзья, всем привет! Это новый выпуск на моем канале. И начну я его со своей комнаты дома. И сегодня хочу вообще начать сделать такой косметический ремонт, потому что я когда приезжаю сюда к родителям домой, мне нужно какое-то рабочее место. Вот хочу сделать небольшой такой вот кабинетик из своей комнаты. Тут уже такие старые обои, уже давным-давно делался ремонт. Я хочу вот сегодня этим заняться. Сейчас сдеру вот эти вот обои со стен. Потом надо съездить в магазин, взять новые. Я уже выбрал, какой цвет хочу сюда поклеить. Вот, потом поставить такой небольшой шкаф классный. Рабочий стол со светом. Пару картин повесить красивенько. И хочу еще перешить свой старый диван, тахту. Посмотрим, что из этого получится. Я хочу сделать такую нейтральную зону, чтобы можно было вот приехать и поспать здесь, и также поработать. Че, присаживайтесь поудобнее. Меня зовут Никита. Это новый выпуск. Погнали! В кое-каких моментах, я думал, будет легче отрываться. Прям отрывается сложно. Надо потратить время. Не так быстро. В общем, получается вот так вот. Начал смачивать водой, и все начало нормально отклеиваться. Еще, думаю, минут 30 и закончу отклеиваться с собой. Наконец-то закончил отдирать старые обои. Заняло у меня это часа 2, наверное, пока все мелкие вот эти вот бумажки поотдирал. Это заняло время. Так вот это сейчас пока выглядит. Такие вот чисто белые стены уже. Нужно еще покрасить плинтуса аккуратненько, кое-где подмазать шпаклевкой, погрунтовать еще раз все, и можно клеить. Часть работы сделал, сейчас мне нужно съездить в город, залечить оставшиеся зубы, к стоматологу съездить, и заодно по дороге заскочу и уже куплю все необходимые инструменты, то есть материалы, обои, грунтовку, шпаклевку. Go со мной! Направляюсь к своему стоматологу залечить последний зуб, который у меня остался. Еще школьные пломбы стояли, нужно их поменять, чтобы вообще проблем не было. Погодка, конечно, если вы помните в предыдущем видео, вообще ужас была. Холодно. Сегодня вообще просто кайф. Одно наслаждение просто выйти, прогуляться даже без машины. Вот просто пешком хочу пройтись, покайфовать. В прошлом видео я не успел все сделать по комиссии медицинской для международных прав. Сегодня вот пойду, вот все анализы сделал, все сделал. Сегодня попробую пойти комиссию, там, впихнуться в очередь. Надеюсь, меня там
пойдут навстречу, поймут, что я здесь долго не живу. Вот, надеюсь, может быть, меня впихнут. Было бы круто сегодня все пройти, и завтра тогда я поеду, сделаю уже книжку международных прав. Гуляю по своему родному городу и смотрю, что прям постоянно преображается что-то. Молодцы, вот власти местные. Видно, что вкладывают в город. Сейчас реставрация такая идет, пускай незначительная, но все равно вот реставрируют. Где-то поменяли дорожку, там мост поменяли. Приятно смотреть, вот приезжаешь и видишь какие-то изменения. Видно, что вот деньги бюджета не зря куда-то расходуются. Вообще мой городок такой вот для жизни вообще кайф. Особенно тех, кто работает вот онлайн, зарабатывает онлайн. Здесь прям тихо, спокойно, чисто. В общем, лепота. За окном девочка в бежевом платьице. Давай сбежим, на тебя буду тратиться. Буду любить тебя сильно и искренне. Смотрю в глаза, а из глаз летят искорки. За окном ясно, в бежевом платьице. Давай сбежим, на меня будешь тратиться. Будешь любить меня сильно и искренне. Смотришь в глаза, а из глаз летят искорки. Город для нас сегодня подобрал погоду. Выгляни в оконце, давай скорее сбежим с тобой. Все, наконец-то привел свои все зубы в порядок, сделал полную чистку зубов. Шикардос. И все это по сравнению с катарскими ценами вообще бесплатно практически. Направляюсь на комиссию в медицинскую больницу. Надеюсь, будет без происшествий. Все быстро пройду. Все, наконец-то сделал справку. Заняло, в общем, у меня это 3 часа сидения в очередях в основном. Завтра буду уже с международными правами. Алхамдулилля. Ехать некуда, ну и хоть куда. Половина пятого по утрам, походу все. Приехали, ехать некуда. Путеводная звезда, диски и кусочки льда. Ладно, все, проехали. Малиновая вода, малиновый закат. Хотела на Канары, а везут тебя замка. Холодный, как Россия, красивый холостой. Теперь все звали с ними, а поехала со мной. Пусть луна светит ярко, гоняем иномарку. Везу девочку бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят ярко, нас огнала. Погода вообще замечательная. Вот хочется прям поработать нормально. Сейчас пойду или поеду, возможно, даже. Встретили магазин, закуплюсь. Нужно купить с обои, я уже выбрал какие. Ну и так, по мелочи. Сегодня вряд ли уже начну клеить, но завтра, скорее всего, да. Раскривушка, что это? Раскривушка, что это? Раскривушка! Приехал за обоями, сейчас покажу, что выбрал. Как по мне, классные классические обои, совсем сочетаются. То, что я планирую, для меня прям супер. Они вне времени, то есть через 10-20 лет они будут актуальны. И я хочу повесить еще картины там, как раз на фоне этих обоев они будут смотреться классно. Колебался между такими, вот этими и вот этими. Но в итоге взял вот такой вариант. Такие светло-серые. Камера, наверное, до конца не передает, но они такие светло-голубо-серенькие. Классные обои, я думаю, классно будут сочетаться со всем. Пришел, прикол расскажу, пришел на кассу. Только собираюсь оплачивать, свет вырубает. Ждал полчаса, пока свет включит. Пойду сейчас рассчитываться. Джамшут всех разделал. Всех разделал. Всех разделал. А вот там вот спиртзавод,
Одно из градообразующих предприятий города. Вышел прогуляться 11 часов вечера по спокойному ночному городу. Завтра поеду уже делать права с утра, эти международные. Так что увидимся с вами уже в следующем дне. Доброе утро, друзья! Новый день. Отправляюсь в Березу, в МРЭО за международными водительскими. Я почитал тут в интернете, оказывается, их делают до 5 рабочих, могут день сделать, вообще до 5 рабочих. Так что, наверное, я сейчас все отдам, все документы заплачу и уже потом приеду за ними. Да, с утра еще прохладно, так чувствуется. Еще не прогретый воздух. Иду вот через парк новенький. В прошлый раз, когда я был здесь год назад, все было такое разваленное, строили. Сейчас сделали такой красивый парк у нас в городе. Там же флаги стоят, готовят к 9 мая, видимо. Приятно пройтись, прогуляться. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты в жизни для тебя. Я так счастлив для тебя одной, их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Вместо лжи. Все, приехал в Березу. Сейчас надо словить такси, поеду в МРЭО. Буквально от моего города 20 минут. Решил на машине не ехать, там кое-какие неполадки с машиной. Поехал на электричке. Вот. 1,5 рубля, тут где-то $0,50. Все, 20 минут и я на месте. Все, отдал документы свои. То есть, получается, для того, чтобы получить международные права, нужно принести свои права действующие, паспорт, фотографию 4:5 и медицинскую справку. Также еще оплатить, как за выдачу водительского удостоверения в Беларуси, это 80 рублей. Плюс там какие-то компьютерные услуги, рубль 60, по-моему, и оформление заявления 3 рубля с чем-то. В общем, все это вышло около 85 рублей. Надо подождать пару часов, чтобы его сделали. И все, я буду с международным водительским и смогу ездить в Катаре с этими правами. Да и вообще не только в Катаре. Международные везде котируются. Вроде бы как. Огромный минус этого березовского МРЭО. Я не знаю, как другие МРЭО, но в Березе вечно приходится долго ждать. Я приехал к 8, я отдал документы все. Мне сказали только после того, как люди сдадут теоретический экзамен, это где-то к 11 часам, он займется этим международным водительским. Жесть вообще. Я просто тупо сижу вот здесь, вот какую-то лавочку нашел в парке и жду. Обстановка по кайфу. Мы с тобой. Все, наконец-то, спустя 3 часа пребывания моего я получил свои международные права. Такая книжечка. На 3 года выдается. И можно ездить в любой стране, получается, по этим правам. Без проблем, сказали мне. Вот. Так что не должно возникнуть никаких вопросов. Если я буду водить по ним, даже по ним можно водить в Катаре. То есть не обязательно, как мне здесь сказали. Я не знаю, как в Катаре, что мне скажут. Но здесь можно водить по ним
ну, в Катаре сказали, что можно ездить по ним без проблем. Вот эти с собой иметь, ну и оригинальные права. Вот так это выглядит, книжечка. Тут с фотографией. Категории стоят. Так вот. В общем, все, наконец-то эта проблема решена. Супер, я прям очень рад. Это работа, вот эти выдать права, как по мне, там 5-10 минут. Уделить времени просто и все. Я прождал тупо 3 часа. Ладно. У нас обычно всегда так. То, что можно сделать быстро, делается супер долго. И неважно, это ГАИ или еще где-то. В общем, друзья, давайте еще раз по порядку. Для тех, кто хочет открыть, сделать себе вот эти международные права, что требуется для этого в Беларуси конкретно. Действующие водительские права, это раз. 2, это медицинская справка, такая, как делается вот на водительское удостоверение, водительские права, когда вы учитесь. Затем оплата, ну вам там скажут уже в МРЭО. Вот. Это получается как оплата за водительское удостоверение, это 80 рублей стоит в Беларуси. Компьютерные услуги и оформление заявления. То есть около 85 рублей все выходит. В долларах где-то, я переведу, в общем, доллары где-то, наверное, долларов 25 это все стоит. 2 фотографии, 4×5 получается, паспорт, ну и все. И все, и ваше время ожидания. Не так уж и сложно, просто это по времени затратно. Береза, кстати, тоже такой тихий, спокойный городок, вот примерно как мой город Ивацевичи. Такие тоже узкие улочки, много частного сектора, домов, всех такие огородики небольшие. У нас вообще здесь в Брестской области, в таких вот небольших городах, много у кого частные дома свои и огороды. Запасаемся на зиму. Смотреть на звезды, тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, сними ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю. И соседи не спят, кто под нами внизу. Простите меня, а потом о любви говори до утра. Это юность. Здрасте. Скажите, а до Минска ближайшая на 15:27? Да. Ну, можно один билетик? Плацкартный. 15:27 и 15:36. 15:36 заходит раньше в Минск. Если вы... Ну, там один билет я видел, только 40 рублей, который стоит. 4 сейчас на данный момент. А, есть 4, да? Сколько? 20 рублей, да, он стоит? 21:07 стоит билет. Он заходит на минут 40, наверное, раньше, да, выходит? Да. Давайте его, да. На красную, значит, да? Да, на скоростную. Билетик взял. Ждать 3 часа. Неудобно сделали они, конечно, из Березы в 9 утра на Минск поезд, а следующий только в 3:30. И за ним рядом, там вместе прям идут 3:27 и 3:36 2 поезда на Минск. Как-то что-то нелогично они сделали. Ну ладно, придется подождать. Зашел покушать, пока ожидаю. Хот-дожик за 3 рубля с колой. Рядом с вокзалом. Забегаловка. 3 часа ждать. Хоть хот-догом подкреплюсь. Потому что здесь рядом только вот такая вот кафешка. Вокзал достаточно далеко от центра. Если пешком идти, минут 30. Времени еще до поезда дофига. Гуляю по городу, в такой вот спальный райончик зашел. Тихо, спокойно, кайф, столько зелени. Турники нашел. Чтобы время зря не терять, вспомню, скажем так, навыки свои. Открываю шкафы, голову ломаю. Что мне к тебе на 10 вечера, не знаю. Продумала 100 раз.
друзья, я, пожалуй, закончу на сегодня свой ролик, свой влог. Такой получился выпуск. Вы узнали, как получить в Беларуси международные права. Может, для кого-то эта информация будет полезной. Подписываемся на канал, ставим лайк, комментарий, все как надо. А мы уже с вами встретимся в следующем выпуске, где я продолжу ремонт своего кабинета. Всем пока! Твоя песенка спета, колонки молчат. Ты сделала больно и покинула чат. Вокруг меня много нормальных девчат, но лишь ты сделала больно и покинула чат.